Итак, всем привет! Добрался я до Windows VNext, канал Developer. У нас тут две сборочки, давайте поговорим. Первая на очереди Windows VNext под номером 25247 в канале Developer. Новое. Доступ к эффектам Windows Studio из быстрых настроек. Я покажу, как это выглядит, но здесь у меня этого нет. Вот так это выглядит. Доступ к эффектам Windows Studio теперь можно получить непосредственно из быстрых настроек на панели задач для устройств с поддерживаемым блоком нейронной обработки. Это позволяет быстро и легко включать и настраивать эффекты камеры, размытие фона, зрительный контакт и автоматическое кадрирование. И аудиоэффекты, фокусировка голоса. Ну, что-то наподобие Voice Isolation от Apple. При желании вы по-прежнему можете получить доступ к этим эффектам через приложение параметры. Далее, рекомендации по энергопотреблению. В меню параметры, система, питание и батарея. Microsoft внедряет новый раздел рекомендаций по энергопотреблению. Вот он. Посмотрите и примените предложенные рекомендации, чтобы повысить энергоэффективность вашего ПК и уменьшить углеродный след. То есть вот такая вот страничка с рекомендациями. Можно нажать «Применить все». Например, мы нажимаем вот «Применить», включаете темный режим. Переводите устройство в спящий режим через 3 минуты. То есть тоже можем применить. То есть Windows сама рекомендует нам вот всякие вот эти вот штуки. Улучшение диспетчера задач. Вот это вот улучшение диспетчера задач, это как бы тестируется еще на канале бета. Это в Moment 2 будет. Грубо говоря, некоторые функции тестируются на канале Dev, некоторые функции тестируются на канале бета. Фильтр процессов в диспетчере задач. То есть вот пунктик, про который я говорил, можно вызвать диспетчер задач через клик правой кнопкой по панели задач. Значит, фильтр процессов. Добавлена фильтрация процессов в диспетчере задач. То есть вот, допустим, введите имя издателя или ID процесса. Ну, давайте, введем с вами. Что мы введем? Проводник, Explorer может. Да, вот Explorer. И вот наш проводник. То есть, если какой-то процесс завис, можем открыть диспетчер задач, написать его и перезапустить. Поддержка тем также, параметров. Использовать параметры системы, светлые, темные, отображать полные неучетные записи, показать журнал для всех процессов, то есть тут немножко все поменяли. Как только мы убираем написанное, сразу нам дерево всех вот процессов, которые у нас запущены в системе. Новое предлагаемое действие. При копировании текста с потенциалом поиска в Windows появляется встроенный пользовательский интерфейс, предлагающий выполнить поиск этого текста в Microsoft Edge. Ну, давайте сами, вот ради примера попробуем, вот создадим текстовый документ и напишем что-нибудь, ну, Windows 11, Windows 25247, допустим. Это нам не предлагает, почему-то вот нам не предлагает ничего. Однако такая вещь присутствует, я это продемонстрирую, как это вообще в принципе работает. Обновленная информация для облачного хранилища в меню параметров. Ну уже сколько можно уже из сборки в сборку, но вот этого у нас нет. Мы сами, нам это не доступно. Однако я покажу, как это выглядит. Опять же, вот такая сборочка Windows VNext 25247. А мы переходим к следующей сборке 25252. То есть это следующая после этой сборка. Ну, выпущено накопительное обновление 25252 1010, то есть оно не несет в себе изменений, тестируется канал обслуживания. А в данной сборке вот добавлен статус VPN в системный трей. При подключении к распознанному профилю VPN значок VPN в виде небольшого щита будет наложен цветом акцента вашей системы на активное сетевое соединение. То есть прямо вот там, где у вас сетевое соединение, вот здесь, у вас будет значок, что вы подключены к VPN, щиток такой. Я покажу, как это выглядит.
В этой сборке продолжаются эксперименты с разными вариантами того, как поиск выглядит на панели задач. То есть Microsoft хочет полностью изменить поиск, как в Windows 10 сделать. Значит, параметры, персонализация, панель задач, элементы панели задач. Тут мы можем только отображать, скрыть кнопки. Но я покажу, как это выглядит. То есть поиск полностью как в Windows 10. И при том, что мы видели, например, в прошлый раз, допустим, то, что мы видели до этого, закругленный такой поиск, его по итогу может не быть. Мы можем писать вот прямо на панели задач текст, как в Windows 10. То есть, грубо говоря, Microsoft поняла, что это шляпа, и переделывает поиск. Вот такая вот сборочка 25252 Windows VNext. Не наполнена большим количеством нововведений, скажем так, но что-то в этом есть, что-то добавили. Будем следить дальше, делать для вас видео дальше. Немножко мы пропустили на моем компьютере, то есть на виртуальной машине я оговорился. Сборочка 25252. На данный момент это последняя сборка канала Developer. Еще я забыл упомянуть, что вот вы помните, что мы могли отсюда вот сюда переместить значки. Нельзя теперь почему-то. Давайте еще раз глянем. Видите, нельзя, сразу закрывается. И сюда нельзя. То есть почему-то эту функцию отключили. Windows 11.22 H2 это можно делать. Управлять значками системного трэя вот прямо оттуда. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем свой комментарий. Давно не было у нас комментариев по Windows VNext канала Developer и в целом по теме Windows на канале. Так что давайте общаться, пишите ваши комментарии, мы с удовольствием почитаем. До встречи в новых роликах. Всем пока!